Всем привет и здравствуйте, мои дорогие друзья. Это экспресс-расклад для вас, конечно, на любимых картах Ленорман, на вот этих. И тема будет такая, которая всем понятна. То есть на личную жизнь. Личная жизнь – это все 12 сфер. Это буквально как по астрологии. Это не только мужчина, это не только карьера, это не только здоровье, это все вместе. И этот расклад называется так: для себя, для дома, что на сердце, что было, что будет, что случится, чем сердце успокоится. Будут карты задействованы Ленорман. Вишневые сумерки, кстати, на дне колоды была карта Луна, которая расскажет о личной жизни, потому что Луна – это личная жизнь человека. В лиловых была ребенок, это какие-то новые дороги вы будете проходить. И это лиловые сумерки. Итак, для себя, для дома, что на сердце, что было, что будет. Я начинаю с лиловых сумерек. Что случится и чем сердце успокоится. Нужно было так сделать, чтобы вам было видно стол, и не знаю, или я полностью видна или нет, но это не важно, наверное. Но мне важно, чтобы мы с вами встретились, поговорили, потому что очень часто сейчас вы не видите человека, но если вы не видите глаза, как можно доверять, да? По этой причине. Итак, вот такие вопросы. И ответ, конечно, вы получите обязательно, если вы картам позволите открыть вам все. Для себя. Для дома. Что на сердце? Вначале эти три позиции рассмотрим, потом будем продолжать. Для себя. Карты интересные. Это знание, потому что для себя не может быть змея как что-то плохое, естественно. Это знание. Но мы тоже сравниваем с другими картами и делаем выводы позже, когда все покажу. Лилии для себя и гора. В этом сочетании, потому что эта триада считается от средней карты, лилия – это карта выполненных обещаний. Это карта, знаете, чистой любви, чистой жизни, чистых намерений. Для себя Вселенная вам дает зеленый свет. Она говорит, что для себя будет долгая счастливая жизнь. Это лилии. Но здесь еще открываются обстоятельства, которые раньше, может, не были для вас открыты. И мы видим, что для себя вам нужно получить какие-то знания, информацию, может быть, обучиться новой профессии. Потому что змея эзотерически – это не соперница. Земля – это земля на земле. То есть змея – это перемены, потому что, я уже говорила и не раз, символ змеи – это перемены, змея меняет кожу, когда ей старая кожа мала, когда она уже вышла, например, из состояния, что я не хочу быть в этих отношениях, они для меня ущербные, и я не хочу быть в этой профессии, эта профессия мне до сих пор ничего хорошего не приносила, и денег там мало, зачем? То есть это перемены, когда вам нужно поменять кожу, вот это вам необходимо, и время пришло. Гора в этом случае может означать много интересной работы, фундамент, свершение чего-то. Также гора могут быть препятствия, может быть, есть какие-то змеи на пути. У вас будет все, как вы хотите, но вам нужно пройти какие-то препятствия. Это для себя. Итак, следующая позиция для дома, мои дорогие, для дома. Для дома разговоры, какие-то встречи, разговоры, беседы, дороги какие-то, ну а также карта крест. Карта крест может говорить, что на доме есть какой-то негатив, а также тяжесть в доме, потому что домашние друг друга не понимают. А также карта хорошая, якорь, это стабильный дом. У кого-то будет дом стабильнее, чем был. Да? Но здесь карта крест показывает вам, что не все в доме гладко. Может быть, давно какой-то негатив, давно, якорь давно, негатив, который застарелый. Общение нарушено, потому что крест – это тяжелое общение, а птица – это общение. Но якорь говорит, что вы хотите быть с друг другом, с домашними. Вы хотите быть с друг другом. Это не то, что вы
вы не можете нести этот крест, потому что есть понимание крест, мы несем крест, крест дается по силам, да, и ваши домашние, да, это ваш крест, но вы тоже их любите, они любят вас. Да, это крест, это тяжелые отношения с домашними, непонимание. Но это вообще всегда так, и здесь ничего странного нет. Поскольку домашние – это всегда разные поколения, это всегда люди с разными предпочтениями, с разным характером, потому что мы все унаследуем по предкам разные черты. Поэтому с домашними сложнее всего всегда договориться. Для дома, да, сложные разговоры, тяжелые разговоры. Но дело все в том, что вы готовы нести крест друг друга здесь, я вижу. Потому что с этими людьми вы постоянно на всю жизнь вместе. Вы готовы нести крест друг друга для дома. Итак, здесь у нас что на сердце? Гадалка вышла. Эта карта говорит, что вот важно вам, что сейчас получите вы от этих двух карт, это важная информация. Итак, гадалка говорит, само сердце вышло в доме, что на сердце. Но это очень важно, поскольку гадалка говорит, что на сердце – это самое главное. Не важно, как с родными, да, тяжело с родными, а кому легко с родными, но что это в доме. Не важно тоже вот здесь для себя, что вам придется пройти какие-то сложности. Но вы же пройдете их, лилия – это карты победы. Гадалка говорит, самое главное, что у вас на сердце. И вот что у вас на сердце, мои дорогие. На сердце у вас перемены, у вас путешествия, может быть, астральное путешествие, это значит виртуальное. Кстати, мозг не понимает, что это не настоящее, потому что астральное, 4-е измерение, весь невидимый мир теперь интегрируется в видимый мир и становится очень даже материальным. Может, это путешествие в другую страну, в другой город, это может быть переезд для кого-то, это встречи людей из-за рубежа на сердце для любви, из других стран, не обязательно, что рубеж – это другие люди из других стран. Это может быть и рубежи вашего города. Но это встречи для любви. Это также торговли, успешные продажи, покупки. На сердце что-то, что вы делаете, может быть, вы в продажах или же в каком-то бизнесе или в профессиональной деятельности. Везде у вас будет хорошо, потому что сердце будет довольно от того, что вы взаимодействуйте с миром. Ну, правильно, взаимодействовать с другими странами, народами нужно только для экономической взаимовыгоды. Только так, иначе абсурд. Так что здесь вот гадалка вам говорит, что у вас на сердце это очень достойное, очень профессиональное, очень положительное, очень счастливое взаимодействие с другими людьми. У кого-то по этому раскладу гадалка говорит, будь внимательна, потому что тебя ожидает новая любовь с другим человеком. Ну, из-за рубежа, в смысле другой человек, это всегда рубеж. Это всегда рубеж нашего космоса. Мы часто не понимаем, и мы хотим, чтобы люди вот нам полностью соответствовали. Там, где заканчивается наш рубеж, начинается рубеж другого человека. И мы можем сейчас смотреть, потому что нам очень повезло, мы живем в космическое время, и мы видим, что рубеж одной галактики, одной системы звезды, он очень сильно отделен от рубежа другой звезды, потому что каждая звезда притягивает свои элементы в своей системе, каждая звезда имеет планеты. И то, что такие жизни, как наши, есть еще, это, несомненно, правда в других галактиках и системах звездных. Поэтому вот другой человек – это другая звездная система, и взаимодействие с другим человеком – это всегда должно основываться на взаимной выгоде, на честности, и это всегда счастье в сердце, если кто-то вас заметил, хочет с вами иметь контакт. Здесь кто-то вас заметил или для любви, или для дел, и это огромная радость. Я потом возьму в конце по вишневым сумеркам вам совет, да, это будет у нас, чем сердце успокоится, именно в вишневых. А пока я продолжаю на лиловых. И следующая выкладка – это что было, что будет. Что было. Что было и что будет. Я эти карты немного отложу. Мне видно, вам нет, но мы же их уже с вами разобрали, да. Итак, что было и что будет. А также еще одна позиция, что случится. В принципе, что случится – это дополнительная информация в позиции «что было». Итак, вернее, что будет, да? Что было, что будет, что случится. Что случится – это дополнительная информация к позиции «что будет». Итак, что же было?
Но то, что вы родились, это уже счастье. Многие, кто в депрессии, не понимают этого, и мои видео, это как терапевты, да, они позволяют вам понять, что это, ну, несомненный выигрыш, один из триллионов возможностей, что вы живете. Как можно проживать свою жизнь без удовольствия? Это говорит вам высшая сила. Что было? Ну, может быть, была лиса, это другой человек с его аджендой, с его желаниями, потому что солнце – чужое солнце. Лиса и это другой человек, который, может быть, в прошлом вам и навредил, да, и это, скорее всего, домашний, потому что аист – это домашняя карта. Но также что-то было в доме хорошего, не только плохого, потому что аисты и солнце – это что-то хорошее. Лиса – это, может, ваша мама, которая вам уготовила судьбу. Мамы часто думают, что они могут уготовить судьбу своим детям, да. Таким образом, это легко, это избегание. Они живут своей жизнью, мол, я для дочери живу, для внуков живу. С одной стороны, делайте как хотите, но тогда кто будет жить вашей жизнью, пока вы живете жизнью внуков, и внук, когда начнет жить своей жизнью, или ваш ребенок. Вот здесь идет речь о лисе, который вам уготовил какую-то судьбу, это кто-то домашний. Был негатив от домашних, я вижу. И он, наверное, вам помешал, может, устроить жизнь с мужчиной. Ну, карты вот эти очень хорошие две. Так что не только плохое было. И были, конечно, препятствия. Это влияние третьих лиц или обстоятельств. А что будет? Ну, что-то новое. Это очень хорошо. Эта карта была на дне колоды в начале, если вы помните. И это новые люди, потому что сад общества, новые люди и новое взаимодействие для работы, потому что плетки часто это работа. Это новое взаимодействие с другими людьми для работы, мои дорогие, это очень хорошо. То есть когда мы взаимодействуем с другими людьми, что будет? Это значит, мы найдем и любовь, и деньги. Потому что новые люди будут с вами знакомиться, входить в вашу жизнь, будет много движения вокруг вас и много разного движения. Иногда плетки – это негатив, это означает, что нужно почистить свой ментальный фон. Ментальный фон легко почистить, не нужно доверять, первое, негативным мыслям, второе, нельзя доверять неконструктивным мыслям, то есть подселенцам, сущностям, другим мыслям других людей и навязанным установкам и ложной информации. Вот. И почистить свое тело, но это легко, это нужно, конечно, двигаться, потому что тело очищается только через кровь. Кровь, когда движется, она дает ощущение от негатива телу. Кто не знает, что именно через движение, многие, особенно с возрастом, женщины особенно, не понимают, что самое лучшее очищение от негатива – это разогнать кровь, то есть начинает двигаться. Итак, вот это так. И что случится? Это как бы больше информации на тему, что будет в семье, в доме. А развилка. В семье, во-первых, может быть негативное влияние в доме, но я никого не пугаю, я даю разные значения карт. Карты имеют свои значения, и они, когда в комбинации, они многое другое означают, да еще и в потоке многое другое означают и так далее. То есть здесь я вижу, что в семье, в доме может быть закрытие дорог, кто-то вам мешает в доме, кто-то является препятствием. Это одна трактовка. Это для некоторых проиграется. Вам нужно, знать это. Ну и потом не поддаваться таким людям. И еще может быть, развилка это может быть открытие дорог, если карты рядом хорошие. Но вот эти две карты очень хорошие. Поэтому для многих проиграется что-то открытие, а не закрытие дорог. Может, вы себя чувствуете сейчас как в тупике, но у вас будет открытие дорог для того, чтобы, может, получить новый дом, новую обстановку, сделать ремонт, улучшить свое самочувствие. Дерево – это самочувствие. Случится сильнее иммунитет, очищение дома и открытие дорог для нового дома или новых радостей в доме. Вот это так. А теперь я еще посмотрю на этих сумерках. Знаете, слово «сумерки» на самом деле это же наше слово такое красивое «сумерки». Может иметь негативное такое ощущение, но на самом деле сумерки – это золотой час. И я очень часто делаю расклады в золотой час. Это когда солнце уже село или еще не встало, и оно светит не прямо на землю, а вот так вверх. И тогда все виднее все. Поэтому это откровение, сумерки – это откровение.
Итак, какое же откровение вам дадут карты, чем сердце успокоится? Я беру 3 карты, чем сердце успокоится, мои дорогие. Это коса, это что-то очень срочно нужно узнать, это может быть из чего-то нужно отказаться, какой-то проект не пошел, и вы до сих пор за него держитесь, потому что трудно и больно, что вы вложились во что-то, что явилось провальным для вас. Мужчина, с мужчиной, скорее всего, держитесь, хотя он для вас уже провальный, то есть, другими словами, у вас отношения уже давно как бы закончились, как бы они полуживые, или даже, можно сказать, больше мертвые. То есть, когда уже нет сексуальности, нет к человеку привязанности никакой, есть только привычка или же экономическая зависимость. Дорогие, это не у всех проиграется, но у некоторых. А с другой стороны, здесь мужчина, это может быть хранитель рода, хочет вас о чем-то предупредить, потому что по вишневым сумеркам часто проходят родовые кураторы. Итак, мужчина делает вам, как говорят, делает нервы, да? Он делает какую-то острую ситуацию, он хочет, может быть, чего-то от вас, либо это хранитель рода. Я возьму 3-ю карту. Дерево. Дерево – это здоровье, это семья, это семейный. Да, это вполне возможно, что именно по дереву проходит предок. Предок, мужчина вас о чем-то очень сильно хочет предупредить, и до сих пор ничего не получалось. Поэтому то, что вы пришли на расклад, и то, что сейчас вы можете какую-то информацию получить из ваших родовых источников, да, это очень важно. Итак, что же хочет сказать куратор рода? Побереги свое сердце. И эта карта, она уже у нас повторилась. Это называется двойная сила. Сейчас вам покажу. Вы знаете, вы видели. Вот такая карта вышла в лиловых сумерках, эта же карта повторилась в вишневых. То есть сейчас идет дело о делах сердечных. В сердце мы перерабатываем энергию. То есть сердце – это не только любовь к мужчине, это не только любовь к детям. Сердце, главная любовь – это найти себя. И мужчина говорит, что, или же куратор рода ваш говорит, что вы с этим давно уже опоздали. Давно опоздали. Давно вы не вкладываетесь в себя, вы не ищете свой путь. Потому что вот такие бытовуха, такие бытовые дела, они вас запутали, они вас ввергли в такое ощущение, когда вы как в черную дыру, знаете, попали. И не можете из нее выйти, когда вы забыли слушаться свое сердце, когда вы забыли подключать свое дыхание, когда вы живете, как будто вас тянут куда-то без вашего ведома, без вашего согласия. Куратор рода это видит все, он за вас переживает, он видит, что вы просто себе отравили жизнь, и коса это вы себе раните сами внутренне. Мы себе раним сами сердце, когда мы верим в то, что нам навязано другими людьми, обстоятельствами. Вам надо раскрытие сердца дважды. У вас дважды зажато все в сердце, поэтому может быть плохое здоровье, может быть боль сердечная, которую вам дали другие люди, нарушили ваше сердце. Так что вот здесь, мои дорогие, важно это. Это родовой отец сказал. Это может быть другой мужчина, который обидел вас, очень унизил, и поэтому вы сердце закрыли от других мужчин. Не нужно этого делать. Откройте сердце. Также не стесняйтесь мира. Вот некоторые люди боятся написать комментарий, потому что боятся, что их заметят. Если нас кто-то заметил, это большое счастье, мои дорогие. Бояться в лес волков не, бояться волков в лес не ходить. Да? Вам нужно раскрыть сердце, вам нельзя стесняться, бояться показать себя, бояться показать свои мысли. Никого оскорблять нельзя, естественно. Это уже само собой подразумевается. Мои дорогие, хочу сказать, что я вас люблю, обожаю. Медвежьи обнимашки. Кто не знает, я Лена, Ванкувер, Канада. Люблю вас, обожаю. Пока-пока, мои дорогие, и до новых встреч.